Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Сегодня я хочу вам показать мастер-класс, видеоурок, обучающий по вязанию очень красивого, простого, легкого узора. Узор идеально подойдет для вязания жакета, который вы видите на фото, кардигана, жилета, топа, кофточки, джемпера, и также для вязания предметов интерьера и украшения вашего дома. Это могут быть пледы, покрывала, накидушки, сидушки. То есть присмотритесь к этому узору, я думаю, он вам понравится. И возьмите себе его в копилочку на заметку, сохраните в плейлисте, и я думаю, он вам когда-нибудь да пригодится. А если вы являетесь моим зрителем, но еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Думаю, на моем канале вам будет интересно, так как я практически каждый день публикую для вас полезную, интересную информацию. Также делюсь с вами творческими идеями, мастер-классами, видеоуроками. И мы в компании рукодельниц свяжем совместные проекты. Я обучаю вязанию крючком и спицами. Каждый день с 16:00 до 17:00 в этот промежуток времени по московскому времени заходите ко мне в гости и смотрите, что новенького появилось на моем канале. Я очень вам рада и спасибо за интерес к моему творчеству и подписку на мой канал. Узор буду вязать вот по этой версии схемы. Схему я прикрепляю в конце видео. Всегда с вами ими делюсь, если они у меня есть. Можете распечатать, сделав скриншот с экрана. Пряжу для вязания я выбрала название пряжи «Нежная», торговая марка «Пихорка», страна производства Россия. Россия, состав 50% акрил, 50% хлопок. Метраж 50 грамм, 150 метров. В упаковке 5 мотков по 50 грамм. То есть вес упаковки 250 грамм. Это смешанная пряжа, которая тоже подойдет для вязания жакета. Также вы можете выбрать пряжу любую по составу, и хлопчатобумажную, и смесь акрил с хлопком, шерсть и так далее. Жакет может быть летним вариантом и демисезонным. Крючок у меня номер 2, Clover Soft Touch, страна производства Япония. И также пряжу вот этим метражом можно вязать крючком номер 2, 25. Это 150 метров в 50 граммах. То есть крючок, номер крючка подбираете по рекомендации производителя, которая указана на этикетке. И также можете связать 2 или несколько контрольных образца разными номерами крючка, например, номер 2 и 2,25, и определить, какой образец вам больше всего понравился. Я вам как-то уже говорила и делилась своим секретом, каким образом я приступаю к вязанию. Бывает, что я не считаю количество петель цепочки, а набираю ее произвольного размера и сразу же приступаю к вязанию узора первого ряда, распределяя по этой цепочке раппорты. Сейчас я хочу таким же образом связать первый ряд. Отсчитываю цепочки 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. С учетом 4 петелек у нас связано с вами 2 столбика с одним накидом. В следующую петельку провязываю 3 столбик с одним накидом. И в следующую петельку провязываю 4 столбик с одним накидом. И продолжаем вязать узор. 1 воздушная петелька. Пропускаю 2 петельки цепочки. В 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом.
1 воздушная петелька. И сейчас я вам покажу, каким образом распределяются раппорты. Пропускаю 2 петельки цепочки и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. Это будет первый столбик. Вот с этого столбика и начинается раппорт. Далее в каждую петельку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Так, провязала 2-й, 3-й и в следующую петельку 4-й. Все 4 столбика вяжутся в каждую петельку цепочки. 1 воздушная петелька, пропускаю 1, 2 петельки цепочки, и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. У нас раппорт состоит из 7 петель. Начало раппорта — это первый столбик из 4 с одним накидом. Далее идет 4 столбика, 1 воздушная петелька, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Все, закончили вязать первый раппорт. Начало раппорта — это первый столбик с одним накидом. Окончание раппорта — это 1 воздушная петелька после столбика с одним накидом. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Провязали с вами 1 раппорт. И приступаем к вязанию 2-го раппорта. Пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки, и в 3-ю я провязываю первый столбик с одним накидом. Это начало 2-го раппорта. В каждую петельку я провязываю по 1 столбику с одним накидом. Всего должно у нас быть связано 4 столбика с одним накидом. Так, 2-й столбик с одним накидом, в следующую петельку 3-й столбик с одним накидом, и в следующую петельку 4-й столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, пропускаю 1, 2, 2 петельки, в 3-ю провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Все, закончили вязать 2-й раппорт. Начало 2-го раппорта — это у нас был первый столбик с одним накидом, и заканчивается раппорт 1 воздушной петелькой после вот этого столбика. И давайте свяжем еще 1 раппорт. Пропускаю 1, 2, 2 петельки, в 3-ю петельку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее я в каждую петельку провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Всего должно быть 4 столбика с одним накидом. То есть 1, 2, 3 и 4. Провязали 4 столбика. 1 воздушная петелька, пропускаю 1, 2. И в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Все, провязали 3 раппорта в ширину и заканчиваем вязать ряд. Закончим так же, как и начинали вязание. Провяжу 4 столбика с одним накидом. Пропускаю 1, 2, 2 петельки, в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом, в следующую петельку 2 столбик с одним накидом, в следующую петельку 3 и следующую петельку 4 столбик. Я буду показывать узор, как вяжется прямыми и обратными рядами. Также узор можно вязать по кругу. Вы просто повторяете раппорт до конца ряда и соединяете вязание так вот в кольцо. И вот повторяете раппорт, когда вяжете по кругу. Можно по кругу вязать, можно поворотными рядами, но тоже по кругу. 3 способа вязания есть этим узором. Приступаем к вязанию 2-го ряда. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1,
2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки из одной воздушной петельки провязала 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. В первую арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Во вторую арочку провязываю второй столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Столбик без накида провязываю вершину арочки из одной воздушной петельки. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. И в вершину второй арочки провязываю еще 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. В первую арочку провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Во вторую арочку провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в третью петельку, в основании третьей петельки подъема, провязываю 1 столбик без накида. Все, связали с вами 2 ряда. Приступаем к вязанию третьего ряда. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в арочку цепочки из 5 петелек провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 4 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом. 2, 3, 4. Одна воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петелек провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 1, 2, 3, 4. 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в третью петельку подъема, здесь у нас нет третьей петельки подъема, тогда мы в вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать. Это у нас 3 ряда по счету. Приступаем к вязанию 4-го ряда.
1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И пропускаю первую арочку, в вершину второй провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. В первую арочку, в вершину провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Во вторую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Во вторую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Во вторую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязала 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. И здесь в третью петельку подъема 1, 2, 3. Вот в эту петельку в основании провязываем 1 столбик без накида. Все, связали мы с вами. Это получается у нас по счету 1, 2, 3, 4 ряд. 5 ряд мы будем с вами вязать по принципу вязания первого ряда. И получается у нас с вами раппорт повторяется. Идет повторение раппорта. 5 ряд вяжем по принципу вязания первого. 6 ряд по принципу вязания второго. 7 ряд по принципу вязания третьего и так далее. Приступаю к вязанию 5 ряда и вяжу я его как второй ряд. Вы можете перемотать видео на начало вязания 2 ряда и продолжить вязание со 2 по 4 ряд. Повторяю вот этот раппорт в высоту. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Это петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. 3 петельки подъема засчитываются как за первый столбик с одним накидом. Далее в арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываем 2, 3 и 4 столбик с одним накидом. Связали 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываю 4 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом. 2, 3, 4. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2,
3, 4. Одна воздушная петелька в арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька в арочку цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 1 столбик с одним накидом, 2, 3. Четвертый столбик с одним накидом провязываю в вершину столбика без накида. Все, связали с вами. Давайте посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. 5 ряд по принципу вязания вот этого первого ряда. 6 ряд будем вязать по принципу вязания второго ряда. Смотрите, как легко и просто вяжется, и в то же время он не такой ажурный, то есть в меру ажурный, плотненький узор, который идеально, по моему мнению, подойдет для вязания жакета, топов, кардиганов, жилета. Смотрите, как он просто вяжется и смотрится симпатично. Давайте я с вами свяжу еще один ряд. Буду вязать по принципу вязания третьего ряда. Одна воздушная петелька подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину первого столбика провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в первую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываю столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Во вторую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В первую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Во вторую арочку провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. И в первую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 1, 2, 3. 3 воздушных петелек. Во вторую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В первую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Во вторую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в третью петельку подъема провязываю 1 столбик без накида. Все, связали с вами еще один ряд. Можем с вами, давайте еще один ряд свяжем. Будем его вязать по принципу вязания третьего ряда. А сейчас мы с вами связали 6 рядов. 7 ряд я буду вязать как третий ряд. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5
петелек провязываете 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька в арочку цепочки из 3 петель провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петель провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петель провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот я вам показала, каким образом вязать узор прямыми и обратными рядами. Если вы будете вязать по кругу, то он вяжется еще гораздо проще, чем прямыми и обратными рядами, так как здесь идет повторение раппорта, и просто каждый ряд соединяете при помощи одного соединительного полустолбика. Вот, замыкаете в кольцо и соединяете, и далее повторяете раппорт. Вот такой вот симпатичный узор получается. Вяжется очень просто. Принцип вязания, я думаю, вам понятен. Я старалась максимально подробно и наглядно объяснить, как вяжется каждый ряд узора. И связала вместе с вами 7 рядов. Это получается у нас, если здесь у меня в ширину получается связано 1 раппорт, 2, 3, 4. 4,5 раппорта. Здесь вот у нас не законченный раппорт. И высоту мы с вами связали 1 раппорт, то есть 1,5 раппорта в высоту. Вот эти веерочки расположены в шахматном порядке. Перематываете видео на начало вязания и вот вяжете, повторяете узор, как вам я ранее рассказывала и объясняла. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра у себя на канале. Заходите в гости с 16:00 до 17:00. В этот промежуток времени я стараюсь публиковать новые интересные идеи, обучающие уроки и мастер-классы, и также другую полезную информацию. Жду вас в гости. Приходите. Я буду очень рада. С вами была Елена. До новых встреч на моем канале.